Уважаемые трейдеры, меня зовут Сергей Гаспарян, и я с большим удовольствием представлю вам еще одну стратегию сайта Strategy4U, основанную на принципах торговли скользящих средних, к которым добавлены некоторые фильтры и дополнительные условия. Стратегия называется «Торговля на машках», ничего заумного придумывать мы не стали, но главное ведь не название, а то, что стратегия будет давать прибыль. Для начала на часовой график валютной пары евро-доллар мы добавляем скользящую среднюю экспоненциальную с периодом 120. Пусть будет синего цвета. Сразу хочу оговориться, что данная стратегия вполне возможно будет также эффективна и на других валютных парах, однако там следует подбирать уже дополнительные параметры самостоятельно. После того, как на график нанесена скользящая средняя экспоненциальная с периодом 120, мы заходим в ее свойства и добавляем уровни плюс 10 и минус 10. Для пятизначного брокера, такие как Альпари, следует добавлять уровни плюс 100 и минус 100. Соответственно, для четырехзначного брокера типа Forex4U следует добавлять плюс 10 и минус 10. Пусть эти линии у нас будут серого цвета. Как видите, у нас появились две линии, идущие параллельно скользящей средней с периодом 120, и которые образуют некоторую зону. С ней мы разберемся чуть позже. Также на график добавляем еще одну скользящую среднюю с периодом 10, но уже без дополнительных уровней. Пусть будет красного цвета. И также экспоненциальная. Итак, мы нанесли на график основные инструменты для торговли по данной стратегии. И давайте разберемся с условием для заключения сделок и начнем с вариантов заключения сделок на покупку. В случае, если цена находится выше скользящей средней с периодом 120, то есть медленной скользящей средней, обратите внимание, она у нас синего цвета, при подходе сверху вниз к ней же мы заключаем сделку, вполне возможно и лимитным ордером от точки касания, вполне возможно именно от данной точки касания, можно и в районе 5 пунктов, это не столь значимо. Итак, мы заключаем сделку на покупку с целевой точкой предыдущий максимум. У нас получается целевая точка в районе 95 пунктов. Соответственно, для того, чтобы соблюдать правила money management и соотношение take profit к стоп-лоссу 2 к 1, мы устанавливаем стоп-лосс в размере 1/2 нашего take profit. И так как у нас take profit, мы уже сказали, 94 пункта, то стоп-лосс будет в районе 45 пунктов, что мы и сделали. После того, как наша цена пошла вверх и пробила вверх, закрывшись выше скользящей средней с периодом 10, то есть красной скользящей средней в нашем случае, мы спокойно можем переставлять нашу сделку в безубыток. Однако, как видите, та же самая свеча, которая закрывалась выше быстрой скользящей средней и достигла нашего целевого уровня, нашего take profit. Как видите, в дальнейшем у нас еще одна сделка была совершена, но тут уже у нас цена не дошла до целевой точки, и в этом случае сделка у нас закрывается по положительному стопу. Итак, как я говорил, после того, как мы пересекаем красную скользящую среднюю, закрываемся выше, мы спокойно можем переводить сделку в безубыток, а в дальнейшем, после того, как цена переписывает максимум, стандартным трейлинг стопом мы трейлингуем данную сделку. И как видите, после последнего касания и выхода опять выше красной линии, цена дальше не пошла, мы в этот момент уже стоп подняли именно под этот минимум, и сделка была закрыта по положительному стопу. И таким образом у нас получилась сделка плюс 77 пунктов, стоп-лосс у нас был 68, следовательно, take profit в размере 140 пунктов, и как видите, данная сделка себя оправдала. Теперь давайте посмотрим на варианты заключения сделок на продажу. Итак, обратите внимание,
цена находится ниже скользящей средней с периодом 120, мы подходим к данной скользящей средней снизу, следовательно, сделку следует заключать на продажу. Take profit у предыдущего минимума, как видите, до него составляет расстояние около 45 пунктов, следовательно, стоп-лосс будет в районе 20-25 пунктов, что мы и сделали. Как видите, после того, как цена подошла к скользящей средней, она от нее отбилась, и мы закрыли сделку по take profit. В дальнейшем цена также еще раз подходила к скользящей средней с периодом 120 синего цвета. И вот тут вступают в силу некоторые фильтры, о которых мы говорили. Так, давайте разберемся. При первом подходе мы заключаем сделку на продажу по условиям данной стратегии. Как видим, сначала цена собиралась даже пойти вниз. Take profit мы установили на предыдущем минимуме. Все верно. Однако цена все-таки пошла выше. И как только одна единственная свеча, хотя бы немножко, закрывается выше скользящей средней, мы обязаны закрыть данную сделку, если свеча закрылась не больше, чем 5 пунктов от скользящей средней, или подождать отката и закрыть сделку в уровне без убытка. Одновременно с данными действиями мы переворачиваемся, то есть мы открываем сделку в обратном направлении. Но в этом случае мы этого не делаем, так как у нас нет предыдущего максимума ближайшего, в сторону которого мы бы и поставили наш take profit. Это еще один фильтр, который гласит, что минимальный take profit не должен быть меньше 20 пунктов. Если он меньше данного пункта, то мы сделку не заключаем, то есть не видим перспектив. Минимальный же стоп-лосс у нас равняется 15 пунктам. То есть если даже сделка имеет take profit в размере 20 пунктов, то мы все равно устанавливаем не 10 стоп-лосс, а на уровне 15 пунктов. Итак, как видим, мы сделку в данном случае на покупку не заключили, так как мы не видели перспектив для роста, у нас не было целевого ориентира. Цена вернулась вниз, обратно под Moving Average синего цвета. И при следующем уже подходе мы опять-таки заключаем сделку на продажу. В этом случае, в принципе, у нас ничего не поменялось, все тот же стоп-лосс и все тот же минимум остался, а следовательно все тот же take profit. Однако, как видите, цена все-таки пошла выше, закрылась выше moving average, и мы перевели сделку в безубыток и ждали отката, так как цена ушла больше, чем 5 пунктов. И, как видите, данная сделка закрылась в ноль, цена все-таки вернулась под скользящую среднюю синего цвета. Сделку на покупку мы не заключали в этот момент также по тем же причинам, так как наш take profit не составлял бы 20 пунктов, а следовательно сделку заключать нельзя. И уже при обратном подходе к скользящей средней снизу мы заключили сделку на продажу take profit, все на том же минимуме, который составляет в районе 48 пунктов. И как видите, данный take profit был с успехом достигнут. Также обратите внимание на один очень важный момент. Это еще один очередной фильтр, для которого мы используем скользящую среднюю с периодом 10. Если данная скользящая средняя находится в зоне от скользящей средней до 10 или до минус 10 на закрытии предыдущего дня, то до тех пор, пока данная скользящая средняя не выйдет из данной зоны, мы сделок не заключаем ни в одну из сторон. То есть, так сказать, это для нас будет зона неопределенности. И как видите, в этой точке мы сделку заключать должны были, так как день предыдущий у нас не закрывался в зоне с красной скользящей средней. Сделку мы здесь заключили, однако после того, как день закрылся, а скользящая средняя оказалась в зоне между уровнями 10 и минус 10, мы сделки больше заключать не можем. И, как видите, предыдущая сделка закрывается по уровню безубыточности, так как у нас цена переходила выше красной скользящей средней. И следующую сделку мы не заключали. То есть в этом случае следующая сделка была заключена только при вот этом подходе, который состоялся уже на следующий день. И хотелось бы в конце обратить ваше внимание, что мы берем
за основание любую свечу, хотя бы немного пересекающую основную скользящую среднюю с периодом 120, и уже после ее закрытия сразу мы можем заключать сделки в сторону пробоя. Итак, давайте посмотрим даже на данный пример. Как видите, здесь мы заключали сделки на покупку, однако после того, как данная свеча черного цвета закрылась ниже скользящей средней, мы уже должны были заключать сделки на продажу. Бывает, что несколько раз в течение нескольких часов мы меняем направление сделки, однако в конечном итоге мы все-таки идем в сторону движения цены. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Успешной вам торговли. До свидания.